Ты ее выпалываешь каждое лето, тратишь время, тратишь силы, выбрасываешь в мусор. А потом едешь в садовый магазин и покупаешь удобрение. То самое удобрение, которое хуже того, что ты только что выбросил. Крапива. Азота в крапивном настое больше, чем в стандартном удобрении при той же концентрации. Железа больше, чем в аптечных препаратах для растений. Калия достаточно, чтобы заменить отдельную подкормку. Все это росло у твоего забора бесплатно. Все это ты выдрал с корнем и выбросил каждое лето, из года в год. Смотри, что внутри. Крапива двудомная, одно из самых питательных растений умеренного климата. Не по человеческим меркам, по меркам почвы и корня. В свежей зеленой массе крапивы азот от 3 до 5% сухого веса. Для сравнения, навоз крупного рогатого скота содержит азот от 1,5 до 2%. Крапива богаче навоза по азоту вдвое. При этом навоз надо где-то достать, привезти, хранить. Крапива растет сама у забора и ждет. Но азот — только начало. Железо. Крапива накапливает его из почвы в концентрациях, которые не снились большинству культурных растений. Железо в почве есть почти везде, но в форме, недоступной корням. Крапива переводит его в доступную форму, и когда ты делаешь из нее настой, это железо попадает прямо к корням твоих томатов и огурцов. Хлороз. Пожелтение листьев от нехватки железа. Одна из самых частых проблем на огороде. Крапивный настой закрывает ее полностью. Кальций, магний, кремний. Крапива тянет из почвы все, что там есть, и концентрирует в листьях. Кремний особенно важен. Он укрепляет клеточные стенки растений. Тля физически не может прокусить лист с высоким содержанием кремния. Паутинный клещ не закрепляется. Это не химическая защита, это механическая. Стенка просто тверже. Калий отвечает за цветение и завязывание плодов. Томат, которому не хватает калия, дает мелкие плоды с жесткой кожицей. Огурец без калия горчит. Крапивный настой закрывает потребность в калии на треть сезона при регулярном применении. И главное — фитогормоны. Крапива содержит вещества, которые действуют на растение как сигнал роста. Они стимулируют деление клеток. Они ускоряют образование хлорофилла. Растение, политое крапивным настоем, буквально получает команду «расти быстрее». Это не метафора, это биохимия. Теперь факт из истории. 1942 год. Советский тыл. Продовольствие на пределе. Наркомат земледелия рассылает по колхозам инструкции по применению сорных трав как удобрений. В списке первая строчка — крапива. Агрономы фиксировали. Колхозы, которые применяли крапивные настои на огородных бригадах, получали урожай томатов и капусты на 30-40% выше при том же количестве другой подкормки. В условиях военного дефицита это было критично. Это знание было системным. Это был не народный совет. Это была государственная инструкция с цифрами и нормами внесения. Потом война кончилась, пришла химия. Инструкции легли в архив. Теперь смотри, что происходит с растением, когда ты начинаешь поливать крапивным настоем. Первая неделя. Рассада, которая стояла и не двигалась после пересадки, вдруг трогается. Листья темнеют, хлорофилла больше. Стебель начинает утолщаться у основания. Это азот пошел в работу. Вторая неделя. Первые цветочные почки у томатов появляются раньше, чем у соседа, который поливает магазинным комплексным. На 3-5 дней раньше. Это калий и фитогормоны запустили репродуктивную фазу. Через месяц регулярного применения. Листья плотные, темно-зеленые. Тля есть на соседних грядках. На твоих нет или единицы. Кремний сделал свое дело. Стенки клеток тверже. Растение невкусное для вредителя. К концу сезона. Урожай томатов с грядки, где применялся крапивный настой раз в 2 недели, на 30-50% выше, чем без него. Это не маркетинговые цифры. Это то, что фиксируется на любом огороде при честном сравнении двух грядок. Теперь как делать настой? Точно и по шагам. Когда собирать крапиву? С мая по август. Лучшее время до цветения. В этот период концентрация азота и фитогормонов максимальная. Как только крапива зацвела, азота в листьях меньше, больше уходит в семена. Собирай молодые побеги и листья. Не бери корни.
В них другой состав, который может тормозить рост. Сколько собирать? На 10-литровое ведро настоя нужно примерно килограмм свежей крапивы. Это один хороший пучок, то, что ты за 5 минут надергаешь у забора в перчатках. Как делать базовый настой? Набиваешь емкость крапивой на 2/3. Не уплотняй, просто рыхло. Заливаешь водой комнатной температуры до краев. Не кипятком. Горячая вода убивает часть активных веществ. Накрываешь крышкой или пленкой с дырками. Настой должен дышать, но не заливаться дождем. Ставишь в тепло. Чем теплее, тем быстрее. В тени не ставь. Нужно тепло, а не свет. Перемешиваешь раз в день. Это важно. Без перемешивания на поверхности образуется корка, и процесс брожения идет неравномерно. Через 5-7 дней в теплую погоду настой готов. Признак готовности – пузырьки брожения прекратились. Жидкость потемнела. Запах резкий травяной. Неприятный – это нормально. Это работает. Процеживаешь через марлю или сетку. Жмых в компост или прямо под мульчу. Не выбрасывай. Там еще есть питание. Как разбавлять и применять? Для полива под корень разбавляй 1:10. 1 литр настоя на 10 литров воды. Поливай, как обычно, под корень, не на листья. На квадратный метр грядки 10 литров разбавленного настоя. Для опрыскивания по листу разбавляй 1:20. 1 литр настоя на 20 литров воды. Опрыскивай утром или вечером. Не в жару, не под прямым солнцем. Капли на солнце работают как линзы и оставляют ожоги. Как часто применять? Раз в 2 недели весь сезон. Начинай с момента высадки рассады. Заканчивай за 3 недели до конца сезона. В конце августа растению нужно переходить в режим созревания, а не роста. Не превышай концентрацию. 1:10 – это оптимум. Если сделаешь 1:5, решив, что больше значит лучше, получишь азотный ожог корней. Листья пожелтеют. Растение уйдет в стресс. Больше не значит быстрее. Ускоренный настой за 2 дня. Если нет времени ждать неделю, есть быстрый способ. Крапиву мелко рубишь. Чем мельче, тем быстрее отдает вещества. Заливаешь теплой водой 40 градусов, не горячей. Добавляешь столовую ложку сахара на 10 литров. Это ускоряет брожение. Ставишь в теплое место. Через 48 часов процеживаешь и разбавляешь 1:10. Менее насыщенный, чем недельный, но работает. Для срочной подкормки рассады после пересадки достаточно. Крапива плюс зола – усиленный вариант. В готовый настой перед разбавлением добавляй стакан древесной золы на 10 литров. Перемешивай. Настаивай еще сутки. Зола добавляет калий и кальций, снижает кислотность настоя, он становится мягче для корней. Плюс зола нейтрализует часть резкого запаха. Этот вариант особенно хорошо работает для томатов в период цветения и завязывания плодов. Азот от крапивы дает рост. Калий от золы направляет энергию в плоды. 2 компонента работают вместе лучше, чем каждый отдельно. Крапива плюс хлеб для ленивых. Бросаешь в ведро с крапивой несколько корок черного хлеба или ложку дрожжей. Брожение начинается быстрее. Дрожжи добавляют в настой цитокинимы, гормоны деления клеток. Рассада после такого настоя реагирует заметно быстрее. Этот способ особенно хорош в начале сезона, когда температура еще невысокая и обычный настой бродит медленно. Для каких культур работает лучше всего? Томаты идеально. Азот на старте роста. Калий в период цветения. Кремний против фитофторы и тли. Применяй весь сезон раз в 2 недели. Огурцы. Отлично реагируют на опрыскивание по листу. Листья у огурца большие и хорошо всасывают питание через поверхность. Опрыскивай раз в 10 дней разбавлением 1:20. Капуста. Любит крапивный настой, особенно в начале роста. Азот разгоняет рост листовой массы. Кремний отпугивает тлю, которая главный враг капусты. Поливай под корень раз в 2 недели. Перцы и баклажаны – медленные культуры, которым всегда не хватает азота на старте. Крапивный настой разгоняет их в начале сезона, когда они особенно нуждаются в питании. Клубника
Поливай настоем в мае, когда идет активный рост листьев и закладка цветоносов. Ягоды крупнее и слаще, калий работает на сахаристость. Для чего не использовать? Морковь, свекла, лук в начале роста, избыток азота дает жирование. Морковь уходит в ботву. Свекла растит листья вместо корнеплода. Лук дает перо вместо луковицы. Для этих культур крапивный настой применяй только один раз, в середине сезона и в слабой концентрации 1 к 15. Чеснок. Не нужен крапивный настой совсем. У него своя химическая защита, и лишний азот только мешает. Хранение готового настоя. Процеженный настой хранится в закрытой емкости в прохладном месте до 2 недель. В тепле скисает быстрее. Перед применением взбалтывай, активные вещества оседают на дно. Не делай запас больше, чем на 2 недели. Свежий настой всегда эффективнее старого. Крапива растет у каждого забора, у каждой дачи, на каждом пустыре. Она жжет тебя каждый раз, когда ты идешь мимо. Она выросла снова через неделю после того, как ты ее выдрал. Она не останавливается. Не потому что сорняк, потому что она живучее и богаче большинства культурных растений, которые ты покупаешь в магазине. 5 минут с перчатками раз в 2 недели. Ведро, вода. 10 дней ожидания. Удобрение, которое лучше того, что стоит на полке садового магазина. Оно уже растет у твоего забора. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Так вы помогаете каналу расти. Впереди еще больше интересных фактов о природе и как сделать почву снова живой.